величайший фестиваль в истории. Стены звука. По 4 колонки на каждую струну. Это, ребята, я вам вкратце описал путь JBL на сцену. Сегодня поговорим не о домашней и даже не о профессиональной акустике, а о сценической. Представьте, JBL и здесь умудрились совершить несколько революций. Вот с этого, ребята, все и началось. Сейчас трудно в это поверить, мы же уже очень привыкли к этим гигантским концертным системам, которые работают на всех выступлениях. А ведь еще до конца 60-х, даже у группы Beatles, гитара, например, играла исключительно из вот такого вот комбо-усилителя, который стоял на сцене. Вот ровно как у меня сейчас, понимаете? Никаких вам дополнительных подзвучек, дополнительных усилителей, никаких, я не знаю, микрофонов к барабанам и тому подобного. И если в 40-х годах, когда миром правил джаз, это вполне прокатывало, да, ну подзвучили гитару, по крайней мере она играет примерно так же громко, как и духовые. И окей. Но 50-е, ребята, на дворе столбом стоит рок-н-ролл, и надо невероятно угорать, например. А как же это сделать, если не сделать погромче? А как сделать погромче? Правильно, поставить в комбо-усилитель для гитары самый модный и передовой динамический излучатель JBL D130F. Итак, 1955 год. Песня Rock Around the Clock, вы помните же ее, конечно, да, Билла Хейли, становится хитом номер 1 по обе стороны Атлантики. Впервые песня в стиле рок-н-ролл становится хитом номер 1. И в этот же момент легендарный мастер Лео Фендер, на гитарах которого, собственно говоря, и играют теперь этот самый рок-н-ролл, решает, что пора сделать их погромче и ставит в свои комбо-усилители JBL-евский динамик. Вообще-то D130 это абсолютная классика. Его еще сам Джеймс Буллоу Лансинг сделал в 1947 году. 15-дюймовый широкополосник с литой корзиной, с магнитной системой Alnico. И, кстати говоря, что интересно, у него в качестве пылезащитного колпачка был алюминиевый купол. И самое главное в нем было это способность выдерживать самые большие нагрузки и при этом сохранять чистоту и качество звука. Так и начался путь нашей возлюбленной компании на сцену. Собственно говоря, у них все было заранее готово. Ведь JBL долгие годы делали аудиосистемы для кинотеатров. А там как раз и были востребованы те самые свойства, которые вдруг в 50-х неожиданно понадобились для музыкантов. Кроме 15-дюймового вуфера, у них уже был компрессионный Twitter 2440, который в сборе с магнитной системой, между прочим, весил 10 кило. Ну и, конечно, вот этот до сих пор легендарный Twitter пуля с индексом 0,75. Дальше дело было за малым. Собрать все это вместе и хорошенечко зажечь. Не нужно рассказывать, я думаю, о том, что ждали 150 тысяч человек, а пришло 500 000, о том, как музыкантов на сцену подвозили на вертолетах. Короче говоря, о фестивале Вудсток, который в 1969 году раз и навсегда поменял нашу жизнь и представление о том, какую роль в ней играет музыка. Другое дело, как эта самая музыка там звучала. Этого человека зовут Билл Хенли, и это он делал звук в Вудстоке. А надо сказать, что в тот момент вообще-то представление о том, как озвучить площадку на 150 тысяч человек, в принципе не существовало. То есть это, по большому счету, была сразу импровизация. А потом из этой самой импровизации выросла, по сути дела, вся концепция сценического звука на долгие десятилетия. За основу саунд-системы взяли тот самый JBL-евский очередной извод их легендарного 15-дюймового вуфера с индексом D140. Для них сделали специальные корпуса из судостроительной фанеры и потом выстроили в 16 массивов высотой по 20 метров каждый. Причем именно тогда и появилась, и реализовалась впервые идея разной направленности, разных секций акустики. Нижние части работали на ближнее поле, да, для тех, кто у сцены, ну и плюс немножечко для центральных зрителей. А верхние части массивов, они уже работали на самые дальние участки, чтобы галерки было слышно. Да, кстати, ребята, все усиление в Вудстоке, между прочим, было ламповое, да. А чтобы обеспечить энергией всю эту систему, там стояли 3 промышленные подстанции, которые выдавали 2000 ампер. Не мудрено, что людям там реально снесло башню на всю жизнь. И вот представьте, на каждую струну отдельный канал усиления и минимум по 4 15-дюймовых динамика на каждую из струн бас-гитары. Представляете, как это вообще звучит? Это, пожалуй, самое эпическое сооружение из сценических JBL. Великая и ужасная стена звука группы Grateful Dead.
Это ребята были по-настоящему опасные. В 70-х они играли концерты по 5 часов подряд, не выходили из психоделических путешествий годами. И самое главное, возили с собой на все концерты эту самую, в буквальном смысле, стену звука. Оттуда термин и пошел. Чтобы никто из зрителей точно не ушел обиженным, у группы имелась аудиосистема из, внимания, 604 15-дюймовых динамиков JBL. Еще бог знает сколько твиттеров. И раскачивали все это 3 350-ваттных ламповых усилителя и еще 89 300-ваттных транзисторных. Да, и суть в том, что вся эта звуковая крупнокалиберная артиллерия в буквальном смысле располагалась стеной позади сцены. Таким образом, и публика, и музыканты оказывались в едином звуковом поле. И, конечно, дело было не только в том, чтобы создать абсолютно безумное звуковое давление на площадке, но там и звукорежиссура была абсолютно безумной. Да, в этот момент каждый инструмент у Grateful Dead уже выводился отдельными каналами на большой звук. Но как выводился? Да, бас-гитара Фила Леша, басиста Grateful Dead, была подключена через квадрофонический декодер, и, соответственно, каждая струна играла в свой канал усиления. Как тебе такое, Илон Маск? Ну вот такие штуки вы видели. Мобильная аудиосистема на всяких корпоративах, выставках, в барах, да где угодно, хоть на свежем воздухе. Музыканты в небольших составах играют именно на таком звуке. И вот эта концепция и легла в основу того, что мы сейчас называем современным концертным звуком, тех самых линейных массивов. По сути дела, набор очень простой. Пара колонок сателлитов, пара сабвуферов и пара мониторов, чтобы музыканты себя слышали. Кстати, вы знаете, что мониторы вот такие вот напольные придумал тот самый Билл Хенли, который делал звук в Вудстоке. Но к чему я это все? К тому, что, представьте себе, такой формат аудиосистемы тоже придумали в JBL. 1979 год. Посмотрите на эту картинку. Практически ничего не изменилось. Это их первая аудиосистема, мобильная аудиосистема под названием Кабаре. Звуковая революция, как видите, стремительно победила. Автор этой идеи Марк Гандер, который, между прочим, после этого стал директором по маркетингу JBL, признавался, что как раз вдохновился той самой стеной звука группы Grateful Dead. Только он добавил сюда еще идею модульности конструкции. То есть можно построить вот такой вот небольшой, минимальный сетап для, я не знаю, выступления на пляже, а можно из этого построить аудиосистему для фестиваля на 1 миллион человек. А у меня за спиной современный JBL VTX. Это всего несколько модулей, из которых можно собрать систему любого размера. И это вот уже тот самый линейный массив. Но на самом деле понятие линейного массива появилось в начале 90-х. И в Вудстоке нет, это был еще не он. Фишка массива в том, что здесь оперирует уже не только мощностью, но еще и направленностью звуковых волн от каждого излучателя. Модулей в массиве может быть в принципе сколько угодно много, но все динамические головки в каждом модуле должны быть одинаковые и одинаковые по параметрам. Это позволяет управлять поведением всей системы в целом. У нас здесь все это, конечно, стоит для красоты. На самом деле эти модули выстраиваются в такие узкие и высокие колонны, которые обладают особенной диаграммой направленности. Они широко играют по горизонтали, чтобы накрывать весь зал или поле, на котором происходит концерт. И очень узкая диаграмма по вертикали. Ну и понятное дело, что если вы хоть раз были на большом концерте, вы вот этот вот звук линейных массивов на самом деле слышали. И теперь знаете, что виноват в этом опять-таки наш 75-летний юбиляр JBL.